Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет! С вами Людмила. И в этом видео мы с вами свяжем такие вот красивые пинеточки для маленькой принцессы. Пряжу я взяла Gazel Baby Wool, 175 метров в 50 граммах. Состав 40% акрила, 20% кашемира и 40% мериносовой шерсти. Крючок 2,5 мм. Начинаем с подошвы и для начала набираем цепочку из 18 воздушных петель. Размер по длине подошвы будет соответствовать 11 сантиметрам. 18 воздушных петель. Набрали 18 петель, вот последние 2 петли будут считаться как 2 петли подъема. И в третью петлю от крючка набираем 2 столбика с одним накидом. Набираем в одну петлю 2 столбика с накидом. Дальше в каждую следующую петлю набираем 1 столбик с накидом, так провязываем 16 петель. Провязали 16 столбиков с накидом, осталась последняя петля, в нее набираем в одну петлю 5 столбиков с одним накидом. Вот набрали 5 столбиков с одним накидом в одну последнюю петлю. И теперь вяжем дальше 16 столбиков с одним накидом в каждую петлю, ввязывая вот этот оставшийся у нас конец нити. Последнюю оставшуюся петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. У нас должно быть 5 с этой стороны и 5 с той стороны. Так как первая у нас была воздушные петли подъема, это как столбик считается, потом мы провязали 2 столбика и вот сейчас еще довязываем 2. Получается 5 столбиков, как и с той стороны. Теперь во вторую петлю подъема, воздушную петлю, мы провязываем соединительный столбик. Следующий ряд 1 воздушная петля подъема. И следующие 2 петли вяжем по 2 столбика без накида. В первую петлю 2 столбика без накида и во вторую петлю 2 столбика без накида. Теперь провязываем 7 столбиков без накида. Дальше вяжем 2 полустолбика с одним накидом. Первый полустолбик, второй полустолбик. С этой стороны провязываем 7 столбиков с одним накидом. Вот мы провязали теперь 7 столбиков с одним накидом.
И в 5 петель по закруглению провязываем по 2 столбика с одним накидом. В каждую петлю 2 столбика. А дальше симметрично той стороне вяжем 7 столбиков с одним накидом. После этого провязываем 2 полустолбика с одним накидом. Семь столбиков без накида. У нас осталось 2 последних петли, вот в них провязываем по 2 столбика без накида. Конец ряда провязываем во вторую петлю от подъема соединительный столбик. Теперь переходим к третьему ряду. 2 воздушные петли подъема. Следующие 4 петли подряд вяжем по 2 столбика с одним накидом. Дальше провязываем 16 столбиков с одним накидом. Провязали 16 столбиков. Теперь в 10 петель по закруглению провязываем в каждую петлю по 2 столбика с одним накидом. Провязали 20 столбиков получается, и дальше 16 столбиков с одним накидом. Осталось у нас 4 последних петли, туда провязываем по 2 столбика с одним накидом.
В конце ряда провязываем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Вот наша подошва уже готова. Можно связать еще одну такую, будет двойная подошва. Ну, мы свяжем на одной подошве такие маленькие мягкие пинетки. Начинаем вязать саму пинетку. Вот эту соединительную петлю, которая у нас была, выводим на изнаночную сторону. Первый ряд 2 воздушные петли подъема. А теперь делаем накид, вводим крючок под столбик на самой подошве, захватываем его и провязываем столбик с одним накидом. Накид, захватываем следующий столбик на подошве и провязываем столбик с одним накидом. Снова накид, крючок под столбик на подошве и провязываем столбик с одним накидом. Таким образом продолжаем вязать по всей окружности подошвы. И у нас вот должен получаться такой бортик перпендикулярный подошве. Довязываем так до конца ряда. В конце ряда во вторую петлю нашего подъема провязываем соединительный столбик. Первый ряд готов, переходим ко второму ряду. 2 воздушные петли подъема, накид и вывязываем лицевой рельефный столбик, то есть с лицевой стороны под столбик заводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Опять накид, теперь с изнаночной стороны под столбик заводим крючок, провязываем столбик с одним накидом. Накид, с лицевой стороны заводим крючок под столбик, провязываем столбик с одним накидом. Накид, с изнаночной стороны заводим крючок под столбик и провязываем его с столбиком с одним накидом. И еще разок. Накид, заводим крючок под лицевой столбик и провязываем столбик с одним накидом. Накид, заводим крючок под изнаночный столбик и провязываем столбик с одним накидом. И так продолжаем провязывать рельефными столбиками до конца ряда. Чередуем лицевой рельефный столбик, изнаночный рельефный столбик, лицевой рельефный столбик, изнаночный рельефный столбик. Вот такой узор у нас должен получаться. Красивый довольно. Следующие 2 ряда продолжаем вязать точно так же, рельефными столбиками. В конце ряда соединительный столбик во вторую петлю подъема. Закончили, всего у нас получилось 5 рядов. И теперь мы находим центр переда, отсчитываем вправо 9 рельефных столбиков и там поставим маркер. Всего нам надо 9 с этой стороны и 9 столбиков с той стороны. Отсчитываем 18 рельефных столбиков и ставим второй маркер. В 6-й ряд начинаем вязать рельефными столбиками и вяжем до того момента, как мы не дойдем до маркера.
2 воздушные петли набираем и вяжем рельефные столбики по рисунку. Дошли до маркера, и теперь мы до следующего маркера будем провязывать только лицевые рельефные столбики. Изнаночные столбики пропускаем, вяжем только лицевые. Накид, лицевой столбик с одним накидом, изнаночный пропускаем, накид, лицевой столбик с накидом, изнаночный снова пропускаем. И так будем вязать до следующего маркера. Доходим до конца ряда. Вот я маркер опустила, чтобы он не мешал здесь. И до следующего маркера вяжем по рисунку рельефными столбиками. В конце ряда не забываем 2 петли подъема. Теперь начинаем делать убавки. Накид, захватываем столбик, провязываем его не до конца, оставляем 2 петли на крючке, снова захватываем столбик, провязываем его снова не до конца, и у нас получается 3 петли на крючке. И вот теперь их провязываем вместе. Еще раз покажу. Накид, захватываем столбик, провязываем столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке, накид, снова захватываем столбик, провязываем его не до конца, и 3 петли, которые остались на крючке, провязываем вместе до маркера, потом по рисунку до следующего маркера. Снова дошли до убавок. Вот тут у нас видим по 2 петли вместе, как бы получается. Вот сейчас будем делать убавки с этих 2 петель. Накид, потом вот эти 2 петельки, что за 2 этими столбиками, захватываем, провязываем накид не до конца, оставляем 2 петли, еще берем один столбик тоже вот через эти петельки, провязываем тоже не до конца, и таким же способом 3 петли провязываем вместе. Снова накид, через 2 петельки забираем 2 столбика, провязываем столбик с накидом не до конца, опять накид, опять 2 петельки, захватываем 2 столбика, провязываем столбик с накидом не до конца, и потом вот эти 3 петли провязываем вместе. Делаем таким образом 4 убавки вот в этом ряду. Получается у нас вот такой симпатичный перед. И теперь вяжем по рисунку до маркера снова, в начале, где убавки. Здесь мы точно так же делаем убавки. Через вот эти петелечки захватываем по 2 столбика вот этих вместе, провязываем столбики с накидом не до конца, снова через петельки 2 столбика провязываем столбик с накидом не до конца, и 3 петли вместе. Делаем таких 2 убавки. Теперь провязываем по рисунку до конца ряда. В конце ряда соединительная петля, 2 воздушных петли, и провязываем весь ряд без каких-либо убавок, просто по рисунку рельефными столбиками.
Следующий ряд вяжем таким образом: 3 воздушные петли, 2 петли подъема и 1 воздушная петля. Потом в предыдущем ряду пропускаем 1 петлю и через 1 петлю вяжем столбик с одним накидом. Снова воздушная петля, пропускаем в предыдущем ряду 1 петлю, через 1 петлю столбик с одним накидом и так далее вяжем до конца ряда. Вот получаются у нас такие арочки, провязываем весь ряд так. В конце ряда во вторую петлю подъема вяжем соединительный столбик, закрываем ряд. И последний ряд: 2 воздушные петли подъема. И теперь, девочки, внимательно вот смотрим в первую вот эту арочку, в верхнюю сторону провязываем 6 столбиков с одним накидом. Стараемся, чтобы высота столбиков была одинаковая, вытягиваем петельки. Вот провязали 6 столбиков. Теперь в правую боковой столбик, в правый боковой провязываем тоже 6 столбиков с одним накидом. Провязали 6 столбиков. Теперь смотрим нижняя часть вот этого квадрата. Здесь 2 петелечки, вот в каждую из них по 3 столбика с одним накидом. Дальше в левый столбик этого квадрата точно так же 6 столбиков с одним накидом. Теперь обвязываем следующий квадрат, верхняя часть, опять 6 столбиков с одним накидом.
Дальше обвязываем правую часть, вот этот столбик, потом нижнюю часть, потом левую столбик обвязываем, верхнюю часть и продолжаем вот так же обвязывать по 6 столбиков с накидом, с одним, весь этот ряд. Когда довязали последние 6 столбиков с одним накидом, то соединяем начальную часть и конец соединительным столбиком. И мы можем уже теперь обрезать нить и затем спрятать ее в вязание. Вот такие наши чудесные пинеточки для нашей принцессы уже готовы. Можно их оставить в таком виде, можно украсить или бусинками, или обвязать чем-то, или лентами. Я хочу еще ленту сюда добавить. Вот мне кажется, так они стали намного наряднее. Друзья, если вам понравилось это видео, если оно было вам полезным, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Оставайтесь с нами, впереди нас ждет много интересного, будем вязать вместе и до новых встреч!